Категорически приветствую. Приветствую, приветствую. Я опять прозрачный. Я исчезаю. Я исчезаю, что делать? Вон, сквозь меня видно лицо. Я все, мне пиздец. Сейчас будут бафы. Сейчас будет Hi, I'm Mark Robber, and I'm pooping in game. It smells good. Сейчас у нас у всех ебальники будут вот такие. Лига, лига, лига. Лига, лига, лига. Скоро, скоро. Будешь переводить сразу на русский, ну только то, что важное. Если я смогу сам для себя понять так, чтобы и перевести, еще буду говорить, о чем общее это. В общем, о чем информация. Сюда. Все приготовили ложки. Сейчас будем жрать говно через 17 минут. Hi, I'm Mark Robber. Гей-директор Pass of Exile 2. Бывает. Ты чё, когда Atlas добавили, мы охуели. Раз в полгода. Раз в полгода срут чудовищными изменениями. Так, настраиваю стрим. Мне надо закинуться кашкой еще успеть. Приветствую категорически. Дроп мирроров на 50%, а поебаться вам не завернуть в тот же конвертик. Я говорю, ложку приготовили, сейчас будем есть говно. Сейчас разработчики будут нам разрабатывать то, что не разработано. Да я сам как любрикант. Я проснулся, вообще не выспался, а мне на тренировку идти приседать 200 килограмм. Я в ахуе. Понимаешь? А ты меня душишь с нулевой секунды. Это пояс здоров? Нет, это КС 1.5. Чат, да, помогайте переводить трансляцию. Это да. Это да, чат будет помогать переводить трансляцию. Чат же, ебать, у нас тут все переводчики в чате, блядь. Ебать, 40 тысяч онлайна на твиче. Ёбнулись. Добро пожаловать на канал, спасибо за подписку. Я вкидываюсь кашкой. Мне надо выпить витаминки, надо выпить креатинчик. Благо сок есть. Это у тебя Никита Буянов в правом нижнем углу. Кто это? Кто такой Никита Буянов? Гуглю. Никита Буянов. Это что за жир нахуй? Это кто? Вообще же не похож. Сука, похож. Блять. Надо что-то делать срочно со своим телом, потому что... Это последний, когда ты Никита Буянов, это последняя стадия ожирения, блядь. Приветствую. Дай бог здоровья Никитке. Ублюдок ёбаный. Создал залупу, блядь.
Да, блядь, я на всех похож, заебали уже. Бороды не было такой, был просто на толстых похож. Сейчас появилась борода, стал на толстых бородатых похож, заебали. Let's go. 12 минут. На Адзири не похож, на Акана не толстая. Я на босса Итера похож, который это... Вы поняли? Который на полпути к Итеру. Клешней такой классный. Дропсы будут, конечно. Куда они денутся? Ну, должны. Всегда были вроде. Там сами смотрите. Спасибо, тут, конечно, аппетит супер приятный. Чисто контент. Сюда. Булочка с маком. Ох, я бы весь мак вылезал с этой булочки. А? Овсянка. Да, блядь. Заебали меня эти банки защиты детей. Я не могу ее пройти. Мне не получается преодолеть. Блядь. Сейчас сока налью. С очка налью себе. Плесну с очка. Очень грустно, что я яичко поджарить не успею. Приветствую. Не, манка разъеб. Я в детстве ее не любил, потому что ее подавали всегда теплой, блять. А теплая манка, ну прям горячая, которая такое себе. Она как суп. Но как-то я попробовал ее холодной. Ебать. Это же лучший десерт. Манную кашу используют, блядь, и в сырниках, и во многих десертах, и в чизкейках. Ну, то есть это десертная каша. Приветствую. Она разъеб. Особенно, когда туда какого-нибудь смородинового вареница ложечку, опа, закинул. И все. Привет, а стрим в записи будет? Блядь, если я сейчас успею отключить нахуй донат на песни, то будет. То ничего ему не помешают. Конечно же будет. В разделе трансляции абсолютно все стримы сохраняются. Спасибо. Размещение медиа. Минимальная сумма. 5000 нахуй. Чтоб неповадно было, блядь.
А то балуются, 8 минут осталось. Эссенция жизни. Приветствую. Омега. Ебать, уже 50 тысяч на трансляции. Скорее всего, Крис Уилсон, потому что нахуй, какой Марк? Может быть, когда Крис Уилсон. Какие марки могут быть? Марк 2, что ли, нахуй? Марк Самурай? Кристиан, блядь. Бейл, нихуя себе, вот это была бы новость. Сейчас они нам расскажут. Сразу говорю, звук на трансляции включу громко и буду орать вам только важные вещи. Типа, ну тут хуйня, а тут не важно. И чаще всего буду вдумчиво молчать, потому что у меня 5 утра, имейте совесть, я не могу быстро думать. Приветствую, доброе утречко тебе. Или чего бы там ни было, или вечера. Вечер же, да. Приятного просмотра. Так что бери кексик, наливай кофеечек. Заходишь в настройки своего аккаунта. В настройки аккаунта заходишь на твиче, и там есть подписки. Либо заходишь на сайте Поя в настройки аккаунта. Блять. Приветствую. Моя учетная запись. Заходишь. Заходишь в управление приложениями. Управление подключениями. И вот здесь Twitch. Жмешь подключить, если ты залогин в Твиче, оно автоматически подключается, видишь, и ник должен появиться. И у тебя будет оповещение, что теперь вы можете лутать Twitch дропс, бля. Чуть не умер только что. Чудный электронный девайс купил. Рассказывай. Расположение гнезд влияют, если они связаны. Не понял вопроса, но нет, не влияет. Расположение гнезд не влияют, даже если они не связаны. На ком стартануть в этом патче? Ну, как патч увидишь, тогда и узнаешь. Да, дропсы приходят не сразу, могут день-два приходить. Так что не паникуйте. Когда Эйнел Пати? Так ты ж пропустил. Только после него. Приветствую. А чё за прикол ников SE и какая-то цифра? Я вот в Castle играл на Ирина Хостботе вчера. Сука, столько челов с таким ником. Приветствую. Ну, посмотрите, вроде всегда капало, всегда был включен, не знаю. Ак у меня привязан. Должно быть, наверное, у всех, кто стримит в это время Поя, должно капать. И привязан аккаунт.
Если нет, во второй вкладке откройте эту трансляцию и будете лутать. Или на телефоне где-нибудь. Или просто уйдете с моей трансляции нахуй сами, смотрите, как вам удобнее. Там дроп съебаный, его даже лутать не хочется, там гроб ебаный. Да, сработает, неважно. Сопортящие камни работают только на то, на что они работают. Так что не переживай. А если что, можно разлинковать, сделать 2 и 2 связанных. Ну, короче, попробуй просто и наведи на тулбаре на скилл. И посмотри, с какой саппорт с ним залинковался. В общем, все, да, это работает так. Что за прикол, но у меня ник Excel. А так вместо L... Ага, понял. Я на 2 лутаю. Нет, там ебаный гроб на спину. Ублюдский, привет. Как изменить качество, а то по умолчанию 1080 на... Нельзя. Качество... Можешь перейти на YouTube и смотреть там. Там качество можно менять. А так, пока не закончатся все события и мне не дадут супер какую-то крутую партнерку на твиче, качество нельзя менять. Играл на клиенте, пропустил пару месяцев, решил обновиться. Качал Steam версию, можно как-то на Steam версии зайти. ВАК просто клиента. Да? Из клиента можно заходить в ВАК на Steam версии. Только для этого надо на сайте получить логин и пароль. Или что-то типа того. Ну там, блядь, там мутно. Но я как-то делал, я уже не помню. Тебе лучше об этом на форумах в интернете где-то почитать, на ютубе. В Яндексе. Ой. Чуете? Осталось 30 секунд, а уже запахло. Уже попахивает. Чат задублировался. Ой, это не задублировался, это я сейчас пофикшу. Я же демонстрация экрана, можно чат убрать. Хуяк. И все, не переживайте. Тут вон. Контент, блядь. Оставлю чат. Тут инфа как... Ты ж мой хороший. Привет. As well as the exclusive reveal of Path of Exile Necropolis, which launches on March 29th. For the first time ever, we'll be releasing this expansion simultaneously on all platforms, PC, Mac, and console. Twitch drops are enabled on today's live stream, so make sure you follow the instructions below in order to claim your Suffering back attachment. Today's stream will start with Path of Exile 2, where Jonathan will show you our latest announcements. Mark will then take you on a deep dive into the new Path of Exile Necropolis Challenge League, which launches in 1 week. He'll cover the league mechanics, its deep crafting system, до суппорт-паков смотрим, как обычно. Здесь за раном не будем смотреть интервью. В чате пишут, скипайте. After the live stream, we'll drop the full patch notes. 105 тысяч нахуй на стриме. It's time to chat about PoE2 again. It's only been a few months since we talked about the Mercenary, and yet even since then, a huge amount has changed. When we announced the Mercenary, we also showed off a lot of the new capabilities that our engine has around animation and character control. Moving while shooting was a huge deal in that class, but there were a lot of other more subtle things going on to make it feel good too. Well, in recent times we've only been showing off new character classes, but one thing I've been really excited about is to go back and apply all the new ideas and capabilities that we have to our old classes too. Today I'd like to show off the Ranger, and I hope that you guys like what you see. Говорит, мы улучшили анимации за все это время, больше нихуя не сделали, но добавили новый класс Ranger. И все. И вам сейчас его покажут. Рейнджер Куспой один взяли. Рейнджер никогда не промахивается. Какая сексуальная у дерева, говорит. Я поохочусь за тобой. А нахуй.
Your sentence is to be hanged from the neck until dead. Let your souls feed the first ones, and your bodies feed the last. Ее казнили, и это конец героя. Больше не будет рейнджерки. Добавили рейнджерку. По сути, они скопировали охотника, арбалетчика. Просто это с луком. Тот же самый персонаж. Та же самая текстурка, такие же анимации. Они вообще нихуя не сделали. Они просто Ctrl-C, Ctrl-V одного и того же персонажа. Добро пожаловать в PoE 2. И это сюжетное, видимо, начало за рейнджерку. Она очень мобильная. Чтобы уклоняться от боссов, драться с боссами. Хуёво. У других персонажей не было такой мобильности. Да, за каждого героя разная сюжетка вроде. Ну, коротенькая. Блять, вот эта заставка разъёб просто, охуеть. Как же она мне нравится, её вообще ебануться. Безумие. Немножко геймплея за Хантера. When we started to work on the Ranger, we knew we had to make a class with high agility. The dream of fast bow gameplay is Legolas, so that's what we wanted to deliver. Быстрый геймплей, The говорят. starting point is moving while shooting a bow. Any kind of basic arrow skill can be fired while moving, with a movement penalty. This immediately gives Все you a скиллы lot more можно freedom on the использовать, пока battlefield. двигаешься. Here, I'm starting each battle with a poison burst arrow to poison groups of enemies. Видно, не у всех Then персонажей using a так. lightning arrow to arc lightning around larger packs. For even Рассказывают, more поясная mobility, стрела, we арк also have стрела, a похуй variety всем. of skills that involve vaulting around the battlefield too. This is Frost Escape. Using it jumps backwards and shoots a freezing arrow at the ground. Really useful if monsters close on you and you need to get away. Once you've landed, if monsters were frozen, it'd be nice to have some way to take advantage of that extra time. This is where Snipe comes in. Snipe is a skill shot that you need to charge up and release at exactly the right time. If you land the right Рассказывают про timing, особенности Snipe is скиллов, guaranteed to которые и produce так a critical понятны. strike, and does Что a скилл small стреляет AoE as well, зеленым, so это it's a значит great finish. отравляет, что раз замораживает, значит можно использовать медленные обилки, You чтобы can нанести also больше move while shooting урона. arrow rain skills too. Все, что и так This skill интуитивно is Lightning понятно. Rod. It shoots an arrow into the air that sticks into the ground and does a small AoE. Это Once скилл the из rods are PoE on the ground, 1, though, they attract any arcs of только где lightning много that are стрел nearby, causing выпускается. them to explode Они again. электролизуют землю. This means you can stack up a bunch of lightning rods on the ground and bounce lightning between them, doing way more damage. Now this takes care of packs pretty Привет, well, есть. but for bigger Гроб дают на enemies, I'd спину. like to have something that's going to enhance my damage Приветствую. output too. This skill is Stormcaller Arrow. Using it sticks an arrow into an enemy. After a short period of time, a lightning bolt comes from the sky and strikes them. This has a high chance to shock them, and shocked enemies take 30% more damage from all sources. If something big walks Базовые along, механики it's a good idea to рассказывает throw твой one of these первый. at them first to enhance your damage before following up with the other combo. Now, if I really want to enhance this combo, there are a couple of things I could do using our support gem system. Skills in Path of Exile are granted by items called skill gems. Each skill gem has colored sockets in it, and these sockets are for other items called support gems. Да, валюта голда. Support gems modify your skills, and it's where a huge amount of the customization of your character comes from. First, I'm going to take this multiple projectile support gem. I could add it to my lightning arrow, and it would fire multiple arrows. This would increase the number of targets I can hit, but that Он isn't the вставил effect that I'm много after. дополнительных If I add it to my прожектайлов lightning в rod этот skill скилл и instead, получил then when обычный I базовый fire it, скилл, I get a который у nice нас сейчас group есть в of PoE, rods. который This встыкает means that I стрелы, don't блядь, have в to spend as землю. much time setting up Чел before I can пишет, use it with no my lightning arrow way, combo. быть не может, нахуй. Блядь, какой кринж. I might also add faster projectiles Как же to эта make the дура lightning rods бородатая land может faster выдавать too. что-то, что уже давно есть в PoE 1 за что-то Now, next up, I'm совершенно gonna нахуй grab this новое. chain support gem. Chaining causes many effects to repeat on new targets when you hit them. If I add it to my lightning arrow, it will cause the arcs that come out of lightning arrow to strike even more targets, rippling along my line of lightning rods for huge amounts of damage. Здесь скиллы с более сложными механиками. Они втыкаются в землю из-за множества снарядов и втыкается множество в землю, когда к ним подбегает моб, они Now, I think we can use хуяют support gems арк to по мобу. improve Stormcaller И если arrow as вставить well. чейн еще, Let's start саппорт, simple. I'm gonna то chuck этот less арк, а не duration сами on here. стрелы, будет This will cause чейнить. the lightning from the sky to strike a bit faster.
Next up, we have a support called Shock Proliferation. This support makes it so that any enemies shocked by the skill will also have the shock jump to nearby enemies. Так что не все так meaning they'll просто. take the extra damage Но as well. скорее всего, вместо кучи саппортов люди будут использовать It's just a chance to камни, proc, so it's not gonna которые pop up не every меняют single скилл, а pack. которые дают When it дэмэджа. does, a pack will go down ultra quick. Иконки камней high quality. Another useful empowering skill is Barrage. Barrage is one of the rare cooldown skills in PoE 2. It enhances whatever your next attack is to fire 3 times. Блять, рассказывать What людям we have про here, I think it might be a good скиллы idea to use it with рейнджера, lightning arrow. это же It'll надо быть generate 3 конченым. times as many lightning explosions. С 2000 You года could рейнджеры also во всех use it играх at не just the менялись right moment никак. with Snipe, or any number of other skills depending on what effect you need more of right now. It's very versatile and can be used in a range of situations. Говорит рейнджер, это охуеть, мы стреляем с лука, стреляем замороженной стрелой, отравленной, огненной, сверху стрелы, сбоку стрелы, в жопе стрелы, охуеть. If you're prepared to get up close and personal, we have a skill called Electrocuting Rod. First, jump over the enemy and shoot it into them. Once the rod's in place, any lightning damage they take will build up a special electrocute gauge. Once the gauge is full, the monster is totally suppressed. Скорее всего, на allowing you to бете kill them дадут на easily. всех классах пройти начальную локацию, может еще чуть-чуть сюжета. Now, sometimes when you use Electrocuting Rod, the enemy dies before you get a chance to electrocute them. I think there's another support gem I could add to my lightning arrow to fix this problem. Neural Overload will make it easier to electrocute enemies. If the skill it's attached to puts them over 50% of their electrocute bar, it will trigger instantly. Now, this skill works really well for suppressing a single large enemy, but I'd like to improve my crowd control ability for groups as well. I'm going to add a support gem called Frozen Nexus to my Frost Escape. This makes an area of chilled ground around frozen enemies. I'll also add Deep Freeze to it as well, which will make the freezes last a bit longer. Никто не будет миллион стихий, скорее Now, всего, when I use my использовать Frost Escape on одновременно. that front enemy, Хотя others была nearby одна are игра, slowed down. It would also be good if I какая-то had a way to slow enemies down MMORPG-шка, when где they're farther лучники away from you as использовали well. дохуя типов стрел. Вроде даже в Айоне это было. С разными стихиями стрелы использовали одновременно. Цветок мудрости не подобрал. Ну все, это бан. Все в чате пишут. Бринза скрул, нахуй. Normally, you would only be able to get one stack of poison on a monster at a time, but you can put as much poison as you want on this plant. СНРРО. You Ага. could just use the plant to slow monsters down and not worry about the poison. В общем, вообще тут ничего полезного. Если кто-то по-английски вообще не бум-бум, просто говорит, вот охуенный скилл у нас есть. Работает так же, как вы знаете, уже 10 лет, блядь. Оставляет пойзоновые хуйни, которые взрываются, а оскверненная земля, ебать. Все в ахуе. Пока что же, да. Мне главное контент лиги посмотреть, да на тренировочку съебаться. I can also add the Pierce support to Poison Burst Arrow. Doing this will mean I get multiple poison Голду bursts as it подобрал. goes through each monster. Welcome to Diablo 4. Как же они объебутся с голдой? Хотя, возможно, они сделают как-то по-необычному, блядь. Может, очень сильно забалансят. Вроде не по 10 тысяч голды падает, а по 20 голды. We also have another skill to make a nice environment for your О, plants to нихуя, grow. активный камень вместе, блядь, с саппортами This перетаскивается skill shoots сразу. the ground and creates a cloud Долбоёб, of об этом gas надо that говорить, continuously нахуй. poisons things Сейчас все inside люди it. в чате охуели, типа, чё? Throw your plants Это down, так then put a работает? gas Не надо cloud по on одному top. камню The вытаскивать? constant poisoning will make them Охуеть. grow. Я соткой 2 раза присяду, хочешь? Quality of life, ага. Another poison-related skill we have on the Ranger is called Plague Bearer. This is a reservation skill, meaning it uses spirit. When I Reservation enable skill. it, I get this counter that counts up whenever I apply poison to a monster. You can see the counter on the skill increasing as each new monster is poisoned. Настакивает проценты Now I'm пойзона. going to fight these monsters and make sure to poison them as much as I can to build up the counter. Скилл резервации, говорит. Что-то на удержание маны.
Накопит 100%, видно, врубит резервацию, что-то случится, какая-то биба. Ну, как на баночнице использовали чуму, наверное. Whenever I choose, I can unleash the poison in a big explosion around my character, dealing a large amount of damage. За белая шкала над маной где? Хуй его знает. It's simple. Shoot a bunch of arrows in the sky, and they rain down for a short time. It's Rain of decent arrows, AoE and классический. damage at long range. Только долго падают стрелы, они разом приземляются. Now this skill doesn't last too long, but we can change that. It's time to Как introduce буря. frenzy charges. Frenzy charges are used for a variety of skills on the ranger, but with Rain of Arrows they can be used to extend the duration. How do we get some though? Here we have a skill called Sniper's Mark. Put it on an enemy and it will grant you a frenzy charge when you crit them. Now remember that snipe skill from earlier? That skill guarantees a critical hit. So first we Sniper's Marked an enemy, then we sniped them. And after that, the next Rain of Arrows Бля, will last a выглядит really, неплохо. really long time. Не слишком много мобов. We still have some weaknesses though. While Rain of Arrows hits enemies with a ton of arrows, each one doesn't do much damage individually. It would be nice if we had a way to break the armor on enemies so И that его Rain of нормально Arrows dealt more хуярят мобы. damage. Прям нормально Thankfully, we have this продамаживают. Corrode Armor support gem, and we can put it on our Gas Cloud arrow. Corrode Armor causes poison to erode the armor on targets until it's all gone. This will significantly increase the damage that Rain of Arrows does against armored targets. Oh yeah, and one more thing about Gas Clouds. После They can be патча только detonated будет. with explosions. I have an explosive arrow here. Let's check it out. Если все получится, вы еще столько интересного увидите, вы охуеете. Now, because monsters and gas clouds are likely to have their armor broken, I think there's another useful combo we can do. Стартеры будут невероятные, конечно. This is an exploit weakness support. This support provides extra bonus damage to targets that have their armor broken. Каждого Perfect for what стартера we have косплеить going on буду. here. Косплеить. So, those are just some of the skills we have on the Ranger class in Path of Exile 2. А вот Now и... that we've seen all these skills, let's see Короче... how well they do against a much tougher enemy. It's time to fight the boss of the temples, Thanos. Прикольно, он создает дым ядовитый, и если бьет по нему огнем, он взрывается, как Асума Сенсей, нахуй, в Наруто, блядь, с облаком дыма, блядь. Сейчас представь, не захуярит босса. Умрет. Косплей на Арихиме в Лас Ночес. Я же этот... Грим Джоу Джаггерджак. Похуй, огненный взрыв не бьет по армору, смысл армор резать. Тычку получил. Было же в каком-то стриме поя. Чел умирает, они перезапускают. Или это на Диабло было, я не помню. Чел умер или что-то там пошло не по плану, перезапустили. Прям во время прямой трансляции. Но тут, скорее всего, запись включают. Удачную. У Диабло было, да. Диабло не додумались. Тут просто удачную запись включают. Записанную заранее. Да. Всегда сначала по PoE 2 они отчитываются, а потом анонс лиги. Показали, что новый класс тебе добавили, все про него рассказали. А до этого рассказали про общие изменения, что доработали анимации, сделали их более плавными и играбельными, и кучу новых анимаций добавили персонажам. Но боссы выглядят хорошо. Я смотрю на области их атаки, я смотрю на то, как человек уворачивается от области этих атаки. Вот на этот платформинг интересный, и это... Ну, это не скучно. Если боссов будет много в этой игре, и они будут постоянно добавлять просто новых боссов, вот таких вот, продуманных, с различными механиками атак интересными, сбалансированных, это будет круто. Мне нравилось, как в Вольцине сделали боссов. Бля, озвучка хороша.
Играть будет приятно первое время из-за звуков, озвучки, музыки That's the хорошей. ranger. But oh yeah, there was one more thing. The mount. Check this out. Маунт. Yes, you can ride a rower. While riding the rower, you can shoot arrows with no movement penalty. It's pretty overpowered. You can also Можно use your vaulting skills to jump right off the rower's на back. маунте стрелять. Once the rower doesn't have a rider, it starts И в attacking Диабло monsters. спиздили, So it's что nice с to have around, маунта even if you're слезаешь, not riding. атакуешь. That said, if you are Подпиздили. riding, don't get hit. If you take a heavy stun while on a rower, you'll fall off, and it takes a while to get Подпиздили. up. So be careful. Чуть-чуть подпиздили. Чуть-чуть So совсем. that's what we wanted to show you Ну, чуть today. можно. Now there is just one more rather unfortunate Дань bit of уважения news. Диабло. Path of Exile 2's beta is going to be delayed. We previously said that we would get the beta out on June 7th, and while I think we would be able to get the game's content ready in time, we underestimated how long it would take to get gameplay polished to a standard that we're happy with. We're still going to be doing alpha testing in June, but we're going to be delaying the beta until later in the year. I don't have an exact date for you today, but it should be towards the end of the year. In the meantime, you can still play Path of Exile 1, of course. Now, speaking of PoE 1, Ебать, ты жрешь нормально, братишка, нахуй. Ты прям кегля, блядь. Оба, ебать ты груша, счастливая, блядь. О, они там все такие. А вот и Марк Робер. Вот как он выглядит. Некрополис, поехали. Let's go. Let's go. It smells good. А я-то чё? Все тихо. Our job is to keep them where they belong. Моя, говорит, работа оставлять их под землей, блядь. It's your first night, so you'll need this. Смотрящий за косницей. For ghastly tinkering. О, это ж типы из этого, из Ancestral, это, вот этой лиги, блядь. О, моды какие-то, 200% рарити, 400 рарити. Что за хуйня? Meet me in the Necropolis. You can pilfer shiny things from a corpse. Будет своя локация, вот эта могилка. Бля, так много всего. I need a grave digger. Мне нужен, говорит, раскопщик могил. Расхититель гробниц, блядь. Мы будем раскапывать могилы и в них фармить контент. О, нихуя. More Transfigured Gems. Новые гемы. Зареверкнули боссов. Ресет Атласа, ну вообще разъебка. Охуеть. Бля, это разъеб. In the Necropolis League, you will encounter Undertaker Arimor, a man collecting the scattered spirits of the Eternal Empire for a mysterious purpose. These spirits have begun to haunt the monsters of Rayclast, unleashing their ancient fury and sorrow onto the world. The Undertaker will provide you with the Lantern of Arimor, a powerful family heirloom which can illuminate the wrathful spirits haunting monsters throughout Rayclast. Собирать жижу будете серых монстров на Ариате, the короче. Undertaker hopes to employ you to rid Rayclast of this menace and further his cryptic cause. The lantern can be used when entering any new area. When peering through it, you can examine the spirits haunting that area. Любую новую область The можно lantern будет also allows you to забафать. manipulate them, letting you configure which monsters are affected by which mods. It would be wise to take your time with your decisions here, for the spirits are not forgiving. Там будет список всех монстров, короче, и на When монстров peering through the lantern, моды you can разные also будете see вешать. extra details about the packs of monsters in the area. Rowers here are considered common, whereas the water elementals are more scarce. If you want things to be easier, you can put the more difficult spirits on the elementals, which you'll encounter less often. We've tried to make sure that by engaging with the lantern, you are able to intelligently control the difficulty in the Necropolis League. The spirits come in a number of forms which represent the danger they pose. For example here, the infested vultures are servant haunted.
causing them to deal a small amount of increased damage. But the Vol's Vanguard are Noble Haunted, causing them to deal a large amount of increased damage. As you reach higher level areas in Rayclast, the tier and number of spirits that are haunting monsters Про разный will тир generally дебафов increase. рассказали, неважно. Your game knowledge can help you here. If you're aware of the composition of a Челый monster пишет. pack, this means certain Удачи на mods will be ХК. easier to manage. For example, the mod that increases a pack's damage for every monster killed has no effect on packs with a single monster, like a Devourer. However, if we found a spirit that makes the strongest monster in a pack deal 100% more damage, well, I'm going to avoid the Devourer. You might have noticed that the Lantern of Arimor provides other useful information, such as the types of abilities monsters use, or the damage types they deal. Еще обилки показывают So мобов. for those who are less familiar with how these monsters work, this can be a great way to learn what you're up against. The spirits are constantly moving throughout Rayclast. На ХК So if будет you are очень много finding a смертей. campaign area too difficult, you can Как и just wait всегда. a few minutes and peer through the lantern again to see what's changed. Of course, powerful spirits beget powerful rewards. There are two reasons why you might want to face a challenge now and then. Firstly, not all the spirits are malicious. Sometimes the monsters aren't haunted at all, but are instead devoted. These can grant basic rewards like increased experience, or bigger rewards like spawning the Nameless Seer, an NPC that will grant you a single unique item after you defeat all of the packs affected by that spirit. Штука The будет more падать, haunted короче, monsters you defeat in the наградная. previous area Либо before куча using the опыта, lantern, разные the награды more likely интересные. the devoted monsters will appear in the next Вот area. 200% экспы, например. Нихуя Monsters себе. haunted by higher tier spirits will increase the chance of the devoted Это в appearing актах надо even будет more, брать. meaning that sometimes it's worth putting the hardest modifier possible on very common monsters, if you're brave enough. Again, we've tried hard here to allow players to customize the 600% danger and XP. rewards as much as they can. Ебать. Arimor is an Undertaker, and you can probably guess what we're taking to him. The second main reward from the Necropolis League is monsters with unresolved anguish. Once slain, their corpses need extra care from the Undertaker, and he will offer to take them back to his necropolis and store them in the morgue. Долгую анимацию ждать придется, Time блядь. to earn your keep. When you are ready, У you can каждого visit свой the морг morgue to будет. view the monsters you have collected, and then get to work burying them in one of many graves in Arimor's cemetery. For example, we will bury this Katava's Herald. Arimor's mysterious soul experiments can coalesce powerful items. Here I've chosen to create a pair of boots. Они крафты сильные будут добавлять. Слитые моды. Harvest версия 2.0, ну. These boots are useful for my character, but aren't exactly what I hoped for. And this is where the Necropolis crafting system really shines. You'll have noticed that the corpse we collected earlier had a crafting effect on it. In fact, all collected corpses do. If you bury multiple corpses in the cemetery, all adjacent corpses can be exercised at once to create one item. All of the crafting effects on those corpses will apply to that Да, same Лига item. Крафта получается. This allows you to have either one or many Блядь, different там- crafting projects Там ongoing in крафтовые the опции есть cemetery. ебанутые просто. For example, next time I try to create boots, I could bury corpses that increase the chance of getting move speed modifiers. To 600% go шанс на further, I модифайеры could use бега, блядь. these to generate higher tier modifiers. Then I could try to bias it towards being an evasion pair with this. Finally, I'll apply some crafting effects that improve the probability of getting good rolls. Подожди, они все одновременно Now, let's заюзаются? craft our item and see what we get. Да, они все одновременно юзаются, все крафтовые опции, которые он напекал. И реролл в As you конце, can ну. see now, we have a much better pair of boots, forged from the souls of our enemies. Один хаос пишет. You could even use the entire cemetery to craft Ебать. one item. There is always something you can do to try and ensure your item will be as best as it can be. We hope to see some really crazy grave crafts. If you are lucky, you Сука, не might find показал, corpses with ублюдок. meta-crafting modifiers. These can be buried to Нихуя, это manipulate какая your интересная crafting штука, projects с in этим more можно drastic будет ways. побаловаться. Надоест This быстро, one конечно, increases the долго слишком potency это of все. all crafting effects of Долгие adjacent анимации, undead очень долго corpses. все делать. Another meta-crafting modifier gives a chance to drop an extra item from your craft, with all the same crafting outcomes applied. All you have to do is bury a lot of undead monsters.
Доп. Предмет. 2 предмета дропнет. Долгие анимации, это все заебет. Представь, сколько ты захочешь раз это делать. Это безумие. Но в начале эта штука намного лучше рога. Можно с резистами шмотки крутые делать, вообще разъеб. Скорее всего, сразу нельзя будет на лиге, но потом сделают, если добавят в основной контент игры. Как всегда, они же заранее не думают, долбоебы. Уникальные это можно делать. Нихуя себе. Мод видели? Пассивки в радиусе 5 макс хп дают, но это хуйня. Короче, уники можно тоже крафтить. The stats it adds are randomly generated, but you can bias it towards a specific type by using other crafting Нет, просто оно заебет. Унылость нападет очень быстро. То типа, бля, опять прожимать каждую могилу, опять что-то стоять ждать анимации, ёбаный сыр, нахуй. А тебе надо фармить, бежать, блядь. Дед прикольный, орёт прикольно. Залупа тоже. Ну, радиус большой, кстати. Там разные радиусы еще, прикинь. О, трупом можно торговать, вот оно. Another item in the Necropolis League that you can find are Embers of the All-Flame. These are monster spirits that remain living in the All-Flame, a powerful ancient artifact of Rayclast. And you can set them free by placing them in the Lantern of Arimor and defeating them. These embers drop throughout Rayclast as itemized packs of monsters. You are able to use these packs to replace the packs in areas. For example, we have found this all-flame ember of Tafoa. Мобы области дропают татушки коруи. Татухи теперь можно это дропать. Тату вернули. Татушки вернули, охуеть. Опять будет ебейшая хуйня какая-то. Ебать. When replacing packs, you want to double check their density, as the new pack will inherit the density of the replaced pack. The Karui ancestors we have now added to our area can even drop basic variations of tattoos. If you aren't aware, this is an item type from the Trial of the Ancestors League, which can be used on passive skills to change what they do. There are many different types of itemized packs. You can find Breach and Legion monsters that drop splinters. Эти штуки сами по себе будут стоить неплохо. Не все, конечно, но... And of course, these ember monsters can be raised as specters too. Новые спектры. Finally, let's discuss how this league works in in-game maps. Each in-game map will allow you to manipulate it using the lantern on the map device UI. However, instead of randomly cycling every few minutes, it is fixed to that map. Once you view the map through the lantern, you cannot remove it from the map device, so you can't trade that map away now that you've seen it as too difficult for you, or has monsters in it that you'd rather avoid, like porcupines. Это такой пог, блядь. We're also trying something new this time around. During the Necropolis League, there will be support for the League on the Atlas passive tree. Multiple clusters will be there, allowing you to enhance the gameplay, customize it, and even change its behavior in meaningful ways. One way that you can change the crafting in a meaningful way is with the Prospero's Wager Keystone. With this keystone, all the monsters with unresolved anguish come with this crafting modifier, which causes them to generate a random craft when buried. This means instead of pre-planning your crafts, you have to adapt to them on the fly to get the best results. Дают рандомный крафт, короче, но который вы как используете, вы видите, что там за крафт. In 3.24, we've made a plethora of changes to the endgame. We've introducing new Хуже, чем в прошлое не будет. adding another tier of maps, and streamlining the Atlas. Да, МФТШ сразу будет в начале, блядь. 200% кванты, это ж безумие. Such as the Maven and the Searing Exile. Currently, the only way to access these bosses is by allocating specific keystones on the Atlas passive tree. While this system offers a nice element of control, it causes a problem.
Rewards and access to the non-Uber variants are now economically priced around the rewards of the Uber fights. This means it is wasteful to run the non-Uber variants instead of simply selling them. Another problem that we noticed is the difficulty jump between the Pinnacle and Uber Pinnacle content was relatively large, and there wasn't obvious content that could bridge this gap. Many players would give up on their characters before being able to defeat the Uber Pinnacle bosses. In 3.24, we will be making some changes to this. We are removing the keystones that give access to the Uber Pinnacle bosses from the Atlas tree, and instead we'll be adding a new set of fragments that give you access to this content. И добавили новые фрагменты, с помощью которых теперь можно будет попадать на убер-боссов. Tier 17 maps, which not only give you access to the Uber Pinnacle content, but also test your characters in new ways. They feature a new set of bosses, теперь нельзя просто зайти на босса и убить босса, надо пробежать Т-17 карту, что-то насрано. There are 5 new Tier 17 maps in total, with some surprising boss fights at the end. We'll look at a couple today, and the rest you'll have to discover for yourself. First, we have the Citadel map. Всем, кто боссов фармил, ребят, удачи. Будете покупать проходки супердорогие. At the end, you will fight Uber Uhtred. This is a version of a boss from Expedition League, with all its abilities and mechanics enhanced. Убер-версия экспедиционного босса. Нихуя прикольно. Secondly, we have the Fortress map. This map is an impregnable fortress, guarded by monsters from the Heist League. At the end, you will encounter an Uber version of the Unbreakable. Again, it has enhanced abilities and mechanics you'll have to learn and overcome. Each of the Tier 17 map bosses has a chance to drop a unique item, allowing for some target farming. However, these aren't entirely new unique items. Instead, we've taken other unique items, removing them from the core drop pool and rebalancing them to fit here. One example is this reworked version of Wraith Lord. It has 4 Abyss sockets, and allows you to summon an additional Spectre for each Ghastly Eye Jewel socketed into it. Нихуя, плюс 1 к максимуму набор спектров за каждый сокет. Что, блять? Это вообще, это такая хуйня неадекватная. Alongside adding Tier 17 maps, we have also changed the Uber Pinnacle bosses to have completely distinct unique item drop pools from their non-Uber counterparts. This means there is a reason to farm both versions. Let's take a look at the Shaper versus the Она Uber будет стоить миллиарды, скорее всего. The Shaper will drop these uniques. Voidwalker, Shaper's Touch, Новые уники переделанные. Интересно, что Shaper тачами. Whereas the Uber Shaper will drop these. Echoes of Creation, Их улучшенные версии, Vision, Entropic Devastation, нет, просто разбили дроп. And a new unique belt called the Tides of Time. Новый юник. Utility Flask чужие, бля, не увидел. Бля, неплохо. Ravenous Passion. And these gloves from the Uber Searing Exarch. Ага, на Celestial Brace. Each of the Uber Pinnacle bosses has a new unique added to their drop pools. We've identified another major problem with the endgame we'd like to address. Одна алхимка. With every expansion added to the game, we have been increasing the complexity of running maps. It's at the point now where a player must repeatedly execute a large sequence of steps to run maps efficiently. Блять, эти изменения лучше, чем изменения лиги. It can be easy to forget critical steps, and it can be tiring to repeat them. To solve this, we are removing some systems, but are keeping what is good about them. The 2 main systems we've removed are Sextants and the Master Mission Selector. Sextant убрали. It is not our intention to dull the content, however. We have completely reworked Scarabs to include most of the options that were previously covered by those mechanics, and many, many more. Let's take a look at some of them. Commonly, you might find Scarabs that simply grant access to different content. Here, we have a Scarab that causes Beyond Demons to spawn when killing monsters in your maps. And here, we have one that adds a Delirium Mirror. Each type of Scarab now has multiple versions, so if you want to fully invest in a type of content, you can do so. Here's a suite of Ultimatum Scarabs. This Ultimatum Scarab adds an Ultimatum encounter to a map. This Ultimatum Scarab of Bribing then causes that Ultimatum encounter to grant better rewards and its monsters to yield more experience. This Ultimatum Scarab of Dueling will cause that Ultimatum encounter to always guarantee the Trial Master boss fight at the end.
Гарантированный assuming you can трайл survive мастер. through all the rounds. This ultimatum scarab of catalyzing will cause all rewards from that ultimatum to be catalysts, instead of other rewards. And finally, this ultimatum scarab of inscription will cause all catalyst rewards from that ultimatum to be inscribed ultimatums instead. Ого. There are plenty of others. Нихуя If себе. you enjoy divination card farming, you Так, might так. want to use these. This divination scarab of curation causes more divination cards to drop for each different favored map you have selected. But it also causes whatever map you're running to only drop divination cards from those favored maps. So if you want to try and aim for your mage blood and don't want to just farm Crimson Temple, then this scarab is for you. Нихуя This себе. divination scarab of completion causes your Можно теперь divination карты на cards to have a матчблат фармить на 20% любой chance карте, to на drop которой as a ты full хочешь. stack Нихуя instant себе. for maximum dopamine. Basically, there are now just a lot of scarabs. Матчблат You нихуя might не have будет also стоить noticed вообще. that they no longer have tiers. Scarabs are now all world drops. You can get them anywhere. Скарабы Some везде might be теперь rarer падают, than это мировой others, дроп. but the intention is that there will be a lot more options than before, and more interesting combinations to consider. Минус If you симулятор. want to target specific scarabs, Betrayal has been updated to include most of them, and you will need to relearn which ones come from where. While Ебать. this system is allowing you А чё to так много heavily invest нерфов-то? in one type of content, it is reducing your capacity for variety. To address this, we have massively increased access to content on the Atlas passive tree. You are now able to reliably get different leagues like Breach or Legion from just your Atlas passives. Regarding master missions, content such as Incursion, Delve, Betrayal, and Bestiary, these too are now accessible with Scarabs, and have more reliable investment options on the tree. Not only this, you can now get Jun, Einhar, Alva, and Nico to appear together in the same map. Да, всех одновременно We мастеров have можно будет also спавнить, removed мы some понимаем. keystones such as Новые Wandering кейстоуны. Path, Grand Design, and Growing Hordes. А, нет, But I've перенесли. added some new ones too. А, For убрали example, Вандерин Пас? Unwavering Vision. Нет. Back to Basics, 20 атлас пассивок дает. Что за хуйня? and Thorough Exploration. Ебать. Убрали Вандерин Пас. And we have added some new notables such as Насрали в МФ. Remarkable Relics, which allows you to try find better variants of Scarabs. Mounting modifiers, Ебать, which как много increases the глобальных values of изменений. modifiers on your maps by 2% for each explicit modifier. And Tainted Carapaces, which is just one in a set of many that allow you to target farm specific types of Scarabs. Определенные These are just скарабы, a что few фармить, of the окей. many new notables that can be found on the Atlas passive skill tree. Lastly, we are МФ giving хуй you во more рту будет фармить flexibility без in what Вандерин content Паса, you want to тяжело run будет. in the endgame. In 3.24, you can now have multiple copies of the Atlas tree, which can be swapped between maps at your leisure. You can unlock up to 2 extra trees for a total of 3 by progressing through the endgame and Блять, completing 20 core поинтов content. Атлас добавили на халяву. When you open a Ну, map, как на you can халяву, select which почти. tree you would like to use. For a given league, you'll never Вот feel почему и убрали constrained to play Вандерин your Пас. endgame a single way. You can also label your trees to easily Ну identify там which добавили one has опции which для content. МФеров и убрали опции для МФеров. With Хуй all его this знает, в итоге combined, это we're считать hoping to see надо. new endgame strategies shine through. While playing through the Ебать, campaign in остановитесь 3.24, нахуй. you'll notice a Остановитесь, myriad of блядь. small improvements and surprises. The fundamentals of the campaign are still intact, but we've scattered fun encounters and secrets throughout Rayclast. The Dweller of the Deep has been trapped. What are these ritual shrines Остановитесь, doing in нахуй. the northern forest? And why are they giving me omens? Ёбаный в рот. This device looks safe. I should definitely use this on my items. There are plenty more encounters to discover. We'll continue adding more surprises in future releases, so keep an eye out. In the previous expansion, 3.23, we released a large number of Transfigured skill gems. These are alternate versions of existing skill gems that function in very different ways, allowing for more build and gameplay variety. At the time, our aspirations were higher than we could achieve. We planned more gems than we could make. So, in 3.24, we're adding another set of Transfigured gems that we have now finished. Ice Shot, Incinerate, Artillery Ballista, Tornado, Elemental Hit, Kinetic Blast, Poisonous Concoction, and lastly, Summon Holy Relic.
Hopefully those of you who missed your favorite Kinetic skill Blast. having a transfigured variant will get Добавили that here. версию. We will certainly be adding more of these in the future, especially for skills that are missing them still. Of course, we'll also be doing a balance pass on the existing transfigured gems. One of the main ones we're looking at is Kinetic Bolt of Fragmentation. As a result of this change, it is clear that the endgame potential of the Wander archetype really starts to suffer, mostly in the single target damage department. Возможно, Due to снова this, we've МФ и added the new Kinetic Blast support заиграют gem, очень сильно. Sacred Wisps. This support gem causes supported skills to create 2 attached wisps for a duration. With these wisps, whenever you attack, they have a chance to also use the same skill, if you have enemies in your presence. Нихуя себе. And if there are any rare or unique enemies, they will always use the skill. That leads us into all the other quality of life features we're introducing in 3.24, and there's a shitload of them. Many of these have been revealed in teasers already, but here's a quick summary. We've added the automation and call to arms skill gems. Да, for новые being able to гемы. trigger instant skills Нихуя and себе, war сколько cries всего. without having to bind them to left click. Это надо You будет can now переварить hold down, control, и and left пересмотреть click to еще раз automatically потом, apply certain вдумчиво, currency блядь. orbs until they achieve Надо, the чтобы на desired бумаге result. эти все Or you изменения run out. появились. For example, you can hold down fuses until Нихуя you reach себе. maximum links. Можно You will be able to нарезку ебал control, стримера, shift, click ну, которым currency показали into a все эти trade window to изменения? automatically move all of that currency at once from your inventory. Detonate Dead now has clearer telegraphing effects. When harvest crafting, Насчет the item эффекта hover Detonate will Dead, always be visible, so you no это longer минус have to комп bounce back and сразу. forth to see the results of your crafts. When you use a Val orb on a map, the map no longer has a chance to become unidentified. Instead, it adds a new implicit. We've created a set of implicits that affect the areas in fun ways. Related to that, corrupted and mirrored items can now be identified. Breach hands now open upon approach, and no longer need to be clicked. Upgrades to Pantheon powers now apply to all characters in a league. You no longer need to grind divine vessels on each new character. With harvest crafting, you can now re-roll Uber Elder fragments. Fragments dropped by the Shaper cannot be re-rolled Это into всё мы видели. fragments dropped by the Elder, and vice Это все versa. Марк Робер выкладывал на Regarding сайте. Betrayal, we're removing Ashling's crafting bench as a reward. Instead, Veiled Orbs now perform that function. They remove a mod and replace it with a Veiled Это все mod. видели уже. These orbs now drop from Это всё на Katarina канале and есть are на no ютубе. longer a world drop. Мы это Flasks обозревали can now все. be corrupted by Val Orbs, giving random minus Коррупт 10 фласок to это plus пиздец 10 интересно, quality. конечно. The capability to add extra Фласку quality to Алрота weapons, теперь с хорошим armors, and нодом flasks has been закоррапченным removed from the 28% можно будет продавать за 20 диванов, The наверное. betrayal За beast 40, craft that блядь. converts an amulet to a talisman has been moved to bestiary, and thus can be traded. Maven invitations no longer drop. Instead, when you have completed witnessing all bosses required Ебать to они go to the добавляли. Maven's arena, Охуеть. you can just У talk меня to все в Karak, голове не and укладывается, he'll как они open a уники map device window переработали. with the Новые уники, invitation новые already in крафты, there, блядь. ready to be Новый rolled. атлас. И я Valdo's вообще, maps that у меня granted башка invitations раскалывается. now give scarabs. No more having to waste Guardian kills to Я try to пытаюсь get опцию в invitations голове to найти drop. какую-нибудь и не могу, блядь. Next up, we're going to be talking about our new League supporter packs. Today, Так вот, we're launching two чё, new кстати, по series of дропсам? supporter packs. Дропсы тикают у меня, кто-то проверял? Each tier contains the full pack's face value and points, alongside several exclusive Потому что у них microtransactions. дропсы что-то они тикают. These packs А, are нет, only тикают. available for the duration of the Necropolis League, and will leave the store Дали forever гроб. when it ends. Тикают у меня дропсы, да? Ну Microtransactions заебись. in these packs are purely cosmetic, do not affect your character's power or Где их progression забрать? in any way. Вот здесь. The Solar series of supporter packs contains 6 exclusive microtransactions. Получено. The Cosmos weapon effect adorns your weapon with stars. Нихуя Hidden себе. image causes cosmic energy to spill out into the area around you. Красивые, сука, внешки. The Radiant Orb of Chance extra effect projects the outcome of items you've used an Orb of Chance on above your head. Remember to Ебануться. congratulate other exiles in town if you see them chance a powerful Блять, unique item. слишком много всего. Нихуя. Shine boldly with the Solar Короче, Knight armor set. The дело power к of the ночи. sun radiates from your body, Накинули getting они more говна, and more конечно. intense as you use skills and emitting solar flares as you run. Нерфов, скорее всего, сильно больше, With the чем бафов supernova для level up большинства. extra effect, the dead will be билдов. raised from the ground around you, before being Но пока что obliterated and turned непонятно. to ash То, by что an они epic татухи supernova вернули, whenever you это level сильный up. баф.
Теперь татухи This one is my вернулись. personal favorite. Это вы любой The билд cosmic сможете turtle теперь hideout lets настроить, you подогнать travel the где-то infinite expanse of the заряды cosmos фласок, atop the либо back of a КДР, либо colossal резисты turtle. где-то подогнать, либо еще что-то. Carry the Это weight вообще of the охуеть. sun on your back with the Solar Guardian back attachment. Witness it grow larger and larger as the energy of slain enemies is funneled into it. When it reaches its maximum size, it goes Механика работы supernova скарабов на and turns into a Divination black тоже hole, разъеб. forever drifting throughout Rayclast. The Eldritch Pack series also has 6 exclusive microtransactions. Are you wondering if we moved the stash in the latest patch? Don't be fooled, because with the Mimic Stash pet, players can transform into an image of a stash when in a town or Mimic hideout stash. and scare unsuspecting exiles. This pet follows behind you with its Чё за terrifying хуйня? hand walking the rest of the time. Блять. The Shape of Slam finisher effect sends slain unique enemies into a Final abyss of unending darkness. Бля, внешки The красивые, Eldritch Hunger конечно. armor set contains a beast that demands you to feed it by embracing your bloodlust. Мимик это вообще, Watch это it grow такой, in такой power the more разъеб. you kill until it bursts from the shell of the Они helm. дуры Are конченые. you able to Делают satiate хуйню. its hunger? The seed within the corrupted growth map device expands its Ой, grasp on your заебись. hideout. The more maps Нихуя you себе, вот complete это on your заебись. atlas. Equipping the Headhunter character effect causes skulls of slain rare enemies to whirl around you like trophies. They become enraged when you are near a rare enemy Больше you are yet убиваешь to kill, противников, wishing больше for them to join your черепов collection. вокруг тебя крутится. Headhunter Witness a эффект. reality where the struggle didn't exist, Или allowing которые the бафы Eldritch дают. Horrors to settle their own conflicts with the Eldritch Horror Apparition effect. Which of the Eater of Worlds or Searing Exarch do you think will win? These packs are now available for purchase Gamble, on no. both PC and console, and will remain so during Path of Exile Necropolis. Meanwhile, the Shade and Disciple packs leave the store forever at the launch of Necropolis League, so now's your last chance to purchase them. Thank you so much for your ongoing support. We're just about to start the Q&A with Ziggy D. Afterwards, Зигиди сразу идет нахуй, потому что там точно смотреть нечего. Так, ну, я вообще ожидал чего-то поинтереснее, но я не могу осознать нахуй. С Лигой это все понятно. Новые крафтовые опции, типа, блять, и все. Новые мобы в локациях с новыми модами, джуси, пуси, с которых ты фармишь крафтовую опцию, чтобы крафтить себе классные шмотки. Это заебись, это вначале лучше, чем рок. Можно будет крафтить очень крутые рарные предметы и задорого их продавать. Да, дешевые МБ это точно и ХХ, потому что по МФ им, конечно, ударили. Ну, посмотрим, как оно-то будет на самом деле. Людям-то есть чем заняться. Вот, куда интереснее глобальные изменения. Изменения уников, добавление новых уников. Вот этот уник на спектр. Это безумие ебаное. Это просто ебаное безумие. Все равно, если спектры будут дохнуть, и типа, ну, никто не будет использовать спектр, но, блядь, это интересно. Это интересно, пиздец. Ладно, ребятки, на этом все самое важное окончилось. Я в ахуе. На YouTube по трансляции обязательно пишите свои комментарии. Это надо будет переварить пару деньков, возможно, денек. И потом я отдельно выпущу видос по всем этим изменениям, когда соберу больше информации, потому что еще и перевод, хуевод надо. Да, я не выспался нихуя, пойду потренируюсь как-нибудь. Вот, продрыщусь. Не знаю, есть ли смысл до старта лиги запускать какие-то стримы, опять же, по каким-то рандомным играм, потому что мы во столько всего переиграли, я и не знаю, что делать. В общем, не болейте, ребят, будем ждать старта лиги, новой информацией всей буду делиться. Возможно, информации новой будет больше, чем вы ожидаете. Что задумал этот жирный пес? Ладно, всем спасибо, ребятки, всем пока.